такой вот булыжничек может в любой момент упасть на голову. Смерть вам не рады. До хрена крестов, как будто здесь кто-то похоронен. Так. Я не знаю, куда идти. Друзья, всем привет, с вами канал На Страхе. Это вроде бы как мое новое видео, хотя я не уверен, что оно получится. Да нет, я должен быть уверен, так что все получится. Это мое новое видео, друзья. Посмотрите вот эту вот новость. Детей, пропавших в пещерах Сьяны, нашли. Они живы, здоровы и не нуждаются в помощи. Группа ушла утром и не вышла наружу в назначенное время. Андрей Воробьев отправил на место происшествия экстренные службы, полицию, главу городского округа Домодедово. Как сказал губернатор, будет проведена проверка, как и на каких основаниях организовывали экскурсии и были ли соблюдены все меры безопасности. Все виновные, которые подвергли жизни детей опасности, должны быть наказаны. Андрей Воробьев также дал поручение администрации Домодедово и МЧС блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось. Я решил сегодня проснуться, позавтракать, одеться и поехать посмотреть, что же сейчас происходит в Сьянах. И я думаю, что я туда залезу, я уверен, что я туда залезу. Мне интересно, действительно ли так трудно там потеряться. Нет никакой поддержки, нет никаких проводников. Я не знаю, что из этого выйдет. Но у меня есть карта на телефоне. И это, наверное, все, что есть. В Сьянах есть стрелочки, которые показывают, где выход, где вход. И в каком направлении двигаться, как вообще не потеряться. Но нашлись некоторые умники, которые взяли и запутали своими стрелочками возможность людей выбраться из этих лабиринтов. И карта не всегда поможет. Конечно, там есть в Сьянах отметки, есть номер такой-то, или каждый грот по-своему называется. За счет этого тоже можно как-то выбраться на карте. Конечно же, эти гроты отмечены. Вот, но все равно вероятность достаточно велика заблудиться. Я попробую там немножечко пожить. Друзья, пожелайте удачи, я не знаю, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите несколько комментариев и просто пожелайте удачи, потому что сегодня я чувствую, что будет хороший заряд адреналина. И напоминаю, что не стоит бояться того, чего не существует. Поэтому собираемся и погнали. Пойдемте проверять, как первые новости вышли. Я смотрел, и там даже писали, что вроде бы как установили камеры, чтобы следить за этим, за всем. Поэтому на всякий случай мы попробуем себя обезличить маской. Конечно, не факт, что это поможет, но пойдемте поглядим. Так, ну что, друзья, у меня на голове каменоломни Подмосковья Сьяны находится на территории Домодедовского района недалеко от самой деревни. Сьяновская полость известнякового происхождения, искусственно созданная в результате трудовой деятельности человека. В этих местах с 18 века добывался белый камень для строительства Москвы, храмов и часовен.
В 30-х годах прошлого столетия в каменоломнях добывался камень, который шел на строительство полос Домодедовского аэропорта. Далее работы были прекращены, шахты закрыты. Пока камера. Надеюсь, выберусь. Пока так. Давайте прожектор. Ой, фонарь включу. Честно сказать, тут как-то стало пониже. Гораздо. На входе в каменоломни есть тетрадь, журнал посещений. Все приходящие и уходящие отмечаются в журнале, для того, чтобы спасатели потом могли ориентироваться по этим записям в поиске пропавших. При передвижении следует следить за потолком и не допускать ударов головой. Это может привести к обвалу. Стены глушат звуки, и голоса человека слышны только на расстоянии 10 метров. Ага. Да. Доброго. Доброго. А что, уже все? Можно здесь бродить, да? Доброго. Бродить можно тут? Можно. А то говорили, что заварили все. Могут заварить в любой момент. Доброго. Доброго. Какой сегодня? А что, выписываться будем? 17-й будем, конечно. Может. Ребят, можно совета спросить? Спрашивай. Как сделать так, чтобы не заблудиться? Не ходи. Ну это значит ничего не делать. Не, а как сделать, чтобы не заблудиться? Я не хочу туда. Я пи***ць не хочу туда. Я вот уже не хочу. Вот изо всех сил уже не хочу, да. Сегодня 17.01.21. На страхе вниз спустился. Время где-то 12:30. Пока все. Пока вот так вот. Так. Ну а теперь включаем ночной свет. Есть. Прожектор тоже готов. Камеры. Хочу вас заранее предупредить, видео в меру экстремальное, поэтому присутствует много мата, так что прошу понять и простить. Да, я не являюсь специалистом по сьянам, но также и не награжден топографическим кретинизмом, поэтому делаю все на свой страх и риск. Не заблудиться. Наверное, так. Ого. Знаете, что сейчас ощущается? А сейчас ощущается тепло. Да. И грязь. Грязь. О, Господи. Привет, система. 100 лет с тобой не виделись. Вот такой вот булыжничек может в любой момент упасть на голову. И мы ныряем вот сюда. Ай-яй-яй. Так, аккуратно. Будем
на всякий случай запоминать, что где написано. Значит, мы пришли, вот смотрите, запоминаем желтый, салатовый, точнее, салатовая стрелочка будет нам напоминать о том, что вот сюда выход. Так, все. Смотрите, какая плита, блин, рухнула. Но она рухнула очень давно. Сколько я здесь был. Температура внутри пещер составляет 7-10 градусов по Цельсию. Данные показатели являются постоянными и не меняются в зависимости от погоды или времени года. Платформа номер 3. Я вот думаю, без какой-либо цели тоже идти не стоит. То есть мы с вами сейчас отметим на карте, куда мы двигаемся, и тогда вот она карта. Так, вход. Попробую вам объяснить, что это такое. Смотрите, вот это вот вся система. Показать, где вход, пока не могу. Сейчас сам разберусь, потому что давно не был тут. Тигровые кольца. Вот он вход. Кошачий лаз. Кошачий лаз. Да. Знаете, я что понимаю, без профессионала, но без профессионала в этом направлении, конечно, тут двигаться без вариантов. Без вариантов, только если у вас нормально. Вот, вход центральный. Наверное, это он. Вход центральный. Так, ну давайте вспоминать хотя бы. Значит, мы сейчас находимся там, где вход центральный. Пойдем по прямой. Дальше дорога идет направо. Направо, налево много всяких разветвлений. Не знаю, понятно вам, непонятно. Мне пока нет. Но будем ориентироваться как сможем. Ладно. Да, и тут действительно легко очень затеряться. Главное экономить свет и энергию. Мы пришли вот оттуда. Да, и вот она отметка, еще одна, выход. Все. Спасибо. Хотелось бы немножечко выпрямиться. А вот они отметки, про которые я вам говорил. 180. Не знаю, что она обозначает, но эта отметка есть смерть. Вам не рады. Вот они, красные отметки какие-то. Знак стопа. Какова вероятность, что здесь кто-то есть? Да, она очень маленькая. Действительно маленькая. Муха. Надо запоминать. Если я заблужусь, то мы будем смотреть с вами по камере. Вспоминать путь. Ой, блин. Ну вот. Понятно. Наблюдайте. Вот на эту картину посмотрите. Это очень жестко выглядит, если честно. Стрёмно. Кресты. До хрена крестов. Как будто здесь кто-то похоронен. Так. Ладно. Ладно. Да ёб
Ты выше, если честно. Очень сильный рюкзак, блядь. Начинаю немножечко беситься, потому что вот этот цеплять потолок. По данным замеров, проведенных в 1996 году, пустоты имеют общую длину штреков 27,5 километров. Высота тоннелей колеблется в пределах от 0,4 до 3,5 метров. Глубина заложения 25-30 метров. Идти оказалось тяжелее, чем я думал. Ага. Мы, получается, вернулись обратно, да? Или нет? Или да? Да. Мы вернулись обратно. Да хуй, рюкзак, блядь. Как с тобой ходить-то? Ну, бывает так. Если такой скотина. Интересно, что находится, где написано «Вам тут не рады». Можно выпрямиться. Номер 1. Что там? Честно скажу, да, тяжеловато. Может, я старый, а может, нет. Но тяжеловато тут двигаться. Ай, это чей-то грот, товарищи. Видите, он заделанный. Тут кто-то проживает периодически. Так. Хорошо. Если честно, да уже непонятно, куда идти. Не крутись, ладно. Надо понять, куда двигаться. Сюда? Нет. Ребята, никогда не беритесь за то, чего не знаете. Вот реально. Давай вспоминай. Бурак привел нас сюда, да? Вам тут не рады. Ну, сюда, что ли? Да нет, не сюда. 179. Давайте методом исключения. Сюда мы пошли. Значит, скорее всего, отсюда мы пришли. Так? Или нет?
ужасно. Рюкзак, ты тварь. Прятать его здесь тоже не хочется. Платформа номер 3. Мы вернулись к ней. Мы хотя бы знаем. Да заткнись уже, блин. Все обтер. Проход закрыт. Номер 8. Кто-то бухал. Территория ночного дозора. Ой, друзья. Можно выпрямиться. Такое чувство, что, блядь, кто-то есть здесь. Не знаю. Мы просто будем идти прямо. Красные стрелочки — это, скорее всего, у нас все-таки выход. Капает, капает, капает. Есть направо, есть налево. 198. Тут мне почему-то больше нравится. Вода капает. Интересное сооружение. Водичка. Индия. Ух ты. Знаете, в теории, мне кажется, чтобы не потеряться, нужно вставать с такого памятного места. Я думаю, рано или поздно сюда кто-нибудь придет. Наверное, так. Ну, вода, это круто. Я, пожалуй, чуть-чуть попью. Обратите внимание вот на эту хернюшечку. Вот эта вот штука держит вот эту верхнюю плиту. И, блин, все пойдет по одному месту, если она упадет. Веган, go. Так, ладно, давайте легкий перекур и двигаемся дальше, наверное. Сейчас попробую, наверное, поискать на карте это место, где я нахожусь. Вход центральный. Мы пошли прямо, потом пошли налево немножечко. Труба. По ощущениям мы находимся в трубе. Жизнь, любовь, фауна, малыш, амфитеатр. Амфитеатр. То есть, по логике, если мы находимся в трубе, надо посмотреть по номерам. Здесь должен быть номер. Никто не видит номер здесь. Если мы находимся в трубе, то мы можем пройти отсюда в амфитеатр, то есть вернуться немножечко назад, а там дальше конец. Ну, судя по тому, что я вижу на карте. Не знаю, могу ошибаться. Знаете, что интересно? Стоит мне зайти за угол, и я не буду слышать, что здесь происходит.
так устроена каменоломня. Звук вообще здесь не распространяется. Поэтому, если ты за кем-то идешь, то стоит тебе чуть-чуть отстать, и все, ты потерялся. Попробуем зайти в амфитеатр. Погнали. Вспомнить бы, как идти обратно. Цифры 188. Вот сюда. Сюда на выход. Красная метка. Вот она наверху. Точняк. А сюда амфитеатр. Вот еще одна красная метка. Если что, будем верить красной метке. Красной стрелке. Прошу прощения. Приятно выпрямиться. «97». Разветвление налево-направо. 94. Пойдем направо. Извините. Интересно. Смотрите, это просто чье-то местечко для отдыха. Грот так называемый. Ну, заходить сюда без приглашения неправильно. Поэтому возвращаемся обратно немного. Я надеюсь, вы хоть чуть-чуть начинаете понимать, что такое Сьяны. Что такое каменоломня Сьяны. Так, мы можем пойти направо или налево. 193 номер камеры. Ну ладно, тут придется чуть поползти. Пока что я держу в голове, куда идти, куда, как обратно идти. 93. Не знаю, идти, не идти. Тут уже опасно. Тут мне надо будет лежа проходить. Даже, наверное, как-то вот так. Ну, тут только лежа пробираться, друзья. Не полезу я в такое. Хотя должен. Но это не то чтобы опасно, это бессмысленно. Просто не должно быть, конечно, у меня никаких оговорок. Ну давайте, сколько смогу, проползу. Да. Там дальше есть проход. Мне почему-то кажется... что тут камера не помещается.
Все, наверное, знают про щучку. Я в ней был. Но это так. Немножечко попугаться. Вам видно, что там впереди? У меня там рюкзак остался. Я его тоже не хочу потерять. Поэтому давайте немножко здраво размышлять. Ну прямо. Нога не проходит. Вы слышите одни охи, вздохи. На самом деле это реально тяжело и грязно. Давайте другой проход искать. Выход. Вот она. Была дорога направо. Пила. Пойдем посмотрим. Это похоже тоже на чей-то. Опа. Похоже, планируется выход. Мифи 3009 1073. Смотрите, комната Ильича. Раз. 100-летие Ильича. Так. Давайте попробуем пойти дальше. О, чуть не полетел. Везде, кстати, стекла разбросаны. Так, вспоминаем, куда красная стрелка ведет нас. Чуть бы выпрямить голову. Но пока я тут ни разу не ударился. Хотя бы полегчало. Так, хорошо. Ну а вот тут... направо. Смотрите. Вода. Красная стрелка. Красная стрелка. Весы. Даже становится жарко. Тут, кстати сказать, не страшно кого-то встретить, наоборот, даже приятно, потому что, блин, когда ты долгое время бродишь, хочется с людьми как-то поконтактировать. Да, и такой момент.
Такой момент, ребята, мне говорят, я говорю, я убрал камеру в тот момент, по-моему, не снимал это. Ребята мне говорят, типа, я их спрашиваю, ну они не очень общительные, поэтому выключил камеру, спрашиваю, блин, а вообще, я говорю, заваривали же. Он говорит, так в любой момент сейчас могут заварить. Но это не пугает. Это так, к сведениям. Потому что они в натуре могут приехать и заварить. Но я думаю, в выходной день вряд ли кто этим будет заниматься. Так, мы знаем, где выход. Боюсь, как бы... Хотя не боюсь, просто... Это будет опасно. Выбираться отсюда в темноте. Ну, я имею в виду с ночной камерой. Жалко, конечно, что на ней нету экрана. Было бы проще. Никаких... ну вот отметка одна есть. Так, по-моему, мы сюда ходили. По-моему, мы сюда ходили. Не уверен, но вроде как... Да. Да, ходили. Вон они, кресты. Но мы пойдем с вами дальше. Дальше. Да, и вывод я уже сделал. Можно ли здесь заблудиться? Можно. Какое знакомое место, а? Даже зная, что здесь вот за этим ничего больше нет. Да, это просто чей-то грот. А знаете, почему знакомы? Потому что эти свечки ставил я когда-то давно. Налево или направо? Давайте налево. Ой, чуть-чуть постоим. Чуть-чуть. Красная стрелочка. Пахнет чем-то. Выход там. Спасибо. Двести 8. Постоим. Ну тут уже места побольше. Куда идти? Не знаю. Тут были мы. Тут уже и канал на страхе был. Так что...
Ну, чем дальше идешь вообще, тем как-то страшнее становится, что ли. Ну чё? Как бы сказала Алиса, путешественница, едем дальше. Поехали. Сюда будет очень трудно пролезть, просто сравните рюкзак. Ну а я побольше рюкзака. Это все не обвалилось бы. Это же все меня прищемит просто в секунду. Все. Минус одна камера. Приехали. Надо вылезти и поменять камеру местами. А эту надо поставить на зарядку. Секунду. Знаете, что интересно? Интересно то, что прожектор на нуле. Одна камера полетела. Фонарь какое-то время протянет. Вот. И, в принципе, это было... Эй. Фонарь работает хорошо. В принципе, идея это была в том, чтобы здесь попробовать заблудиться, потеряться и проверить это все. Я вам скажу так. Сейчас начинается вот это состояние, когда ты понимаешь, что ты беспомощен. Пытался добиться этого результата. Посмотрим, к чему он приведет. В темноте искать красные стрелочки. Ой, как нелегко будет. Сейчас мы перенаправляем камеру наперед. И, наверное, попытаемся с вами найти выход отсюда. Поэтому дайте мне 2 минуты, я сейчас все переставлю и погнали. Так, осталось только камера ночного и фонарь. Фонарь экономлю на случай, если вдруг я не смогу отсюда выбраться. Ну, найти выход. Так что двигаемся с вами как можем. И пытаемся найти стрелочки. Так. Не уверен, что вам будет хорошо видно. Но вариантов мало, если честно. Так. Вот какая-то стрелка. Что-то написано. Мир хижинам, война империям. Не помню, чтобы это было, если честно. Ориентиры. Надо вспоминать ориентиры, что было, что мы видели. Вот. Не помню пока ничего. Поворот, по-моему, был. Поворот. Вот этот камень был точно. Этот камень, значит, мы правильно идем. Чуть-чуть выпрямиться. Блин. Полная темнота. Ну. Так. Дальше что? Дальше. Я не помню. Ну ладно. Мы здесь не умрем точно.
стрелки? Где стрелки? Стрелки. Так, а вот теперь приехали. Тут я не знаю, куда идти. Это нехорошо. Это прям надо включать свет. Ищем красную стрелку. Вот она. Она показывает нам, что идти прямо. Вот сюда. Я боюсь, что вам ее не видно. Попробуем посветить. Вот она. Ага. Все. Я, кажется, понял. Или нет? Стрелка, стрелка. Какая-то стрелка. Черная стрелка. Ай-яй-яй. Теперь ногу подвернул. Это не хорошо. Травма опасна, конечно. Тут гулять. Так. Мы в тупике. А, вот какой-то путь. Стрелка. Так. Ищем стрелку. Ищем. Где стрелка? Вот стрелка. Стрелка. Да. Вот он. Привет, система, да. Можно сотрясение получить. Тут становится холоднее. Это аккуратно ищем выход. Выход. Радует, что какая-то память есть. Так, дальше куда? Дальше куда-то. Вот сюда. Вода капает. Лед. Да.
холод. Что нам нужно сделать? Я поднялся в... Сейчас время... Сколько? Итого я пробыл здесь 3,5 часа. 3,5 часа. Здесь придется ползти. И да, проверка пройдена. Сейчас эта камера уже тоже выключится, поэтому машем вот этой камере, пока они убедились, что я жив-здоров. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. Интересная для меня была проверка, надеюсь, для вас тоже. Поэтому прошу поставить лайк этому видео, подпишитесь на канал, напишите несколько комментариев. Я также есть в Инстаграме, ВК, есть моя карта для донатов в описании. Поэтому добавляйтесь, помогайте, скиньте это видео своим друзьям, пусть оценят. Это будет огромный вклад для канала. Но я с вами прощаюсь. До нового видео. Всем пока.